Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Пока Баран и люди за столом спорили, Кудрет вдруг встал и сказал, что Дилан – моя невеста. Все были очень удивлены и счастливы, что ему стало лучше. Азади начинает плакать, обнимая Кудрет-бея. Единственный человек, которого не устраивает ситуация, это Хасан-бей. Кудрет-бей тоже не в восторге от Хасан-бея, и Хасан думает об оскорблениях, которые он сказал ему раньше. Хасан-бей фальшиво говорит «мой дорогой брат» и прыгает Кудрету на шею, но Кудрет-бей толкает его. Пока Гуль и Кадер радуются за Кудрет-бея, на кухню приходит Ферат. В это время пришла Азади Ханем и сказала, что Ферат должна приготовить жертву, потому что она заранее сделала подношение. Леди Азади просит Кадера приготовить хороший пир. Баран говорит Дилану, что благодаря тебе мой отец сегодня может ходить и говорить, и он берет его за руку и идет к Кудрет-бею. Дилан целует руку Кудрет, говорит, что Кудрет – моя прекрасная дочь, и обнимает его. Хасан-бей очень недоволен сложившейся ситуацией. В это время к ним подходит дама Азади и протягивает руку Дилану. Дилан целует руку дамы Азади, и Азади предлагает Кудрету пойти вместе, и Кудрет соглашается. После того, как все уходят, Баран и Дилан остаются одни, и Баран предлагает Дилану пройтись пешком. Хасан-бей не может понять, как Кудрет-бей может вдруг встать и заговорить, и я думаю, что если кто-нибудь узнает, что он сказал Кудрет-бею, мне конец. Госпожа Азади беседует с Геном Кудретом, а господин Хасан наблюдает за ними издалека. В это время Гуль приносит им чай, и Азади Ханем просит Гуля позвонить Хасан-бею. Хасан-бей думает, что то, чего он боится, достается им, но Азади говорит ему сделать что-нибудь, чтобы помочь. В это время Азади Ханем позвонили по телефону, и Кудрет-бей и Хасан-бей остались одни. Пока Хасан-бей угрожает Кудрет-бею никому не рассказывать о том, что он сказал раньше, Кудрет-бей хватает Хасана и сжимает его за горло. Баран говорит Дилану, что все произошло при вашей поддержке, держит Дилана за руки и целует в щеку. Баран говорит Дилану, что он благодарен и не может отплатить за свое право. Дилан говорит, что достаточно, если ты продолжишь любить меня так. Кудрет-бей говорит, что если я буду молчать, пока Хасан душит его в горле, то это не от страха, а для счастья Барана, и говорит, что однажды он рассчитается с Хасан-беем. Как только приходит Ферат, Хасан-бей уходит, а Хасан-бей уходит. Баран хватает Дилана за подбородок, поворачивает его лицо к своему лицу и спрашивает Дилана, как он себя чувствует, потому что они получили одобрение на свой брак. Дилан Азади говорит, что ожидает от ГЖ большей реакции. Несмотря на это, Баран говорит, что никто не может нам помешать, это наша жизнь, и просит Дилана немедленно позвонить его семье и сказать им, что они придут просить об этом. Дилан звонит Зюмруд и рассказывает, что случилось, и говорит, что бараны придут просить ее завтра. Зюмруд очень рада этой новости, и они прощаются с Диланом и рассказывают маме. Дилан говорит Барану, что сообщит об этом семье Зюмруд, и Баран встает и говорит Дилану, что ты прекрасна, когда смущена. Зумруд приглашает всех в зал и сообщает хорошие новости. Они спрашивают, когда они придут просить об этом, и когда они получат ответ завтра. Мать Джавдета волнуется, но Чеврей говорит, что мы позаботимся об этом. Зюмруд понимает, что он забыл, и сообщает новости о Кудрет-бее, и люди в доме удивлены. Госпожа Азади говорит Гэже Кадер, что они очень хорошо смотрятся для блюд, которые она готовит. В это время к ним приходит Кудрет-бей с Бараном и Диланом. За ними следует Хасан-бей и Ферат. Баран велит Кудрет-бею сесть в угол, где он всегда сидит за столом, и что это его место. Кудрет-бей, напротив, отвергает его предложение, говоря, что это место подходит вам больше всего, вы продолжаете сидеть. Когда Азади села за стол, она выступила с речью, поделилась своим счастьем и поблагодарила всех, сказав, что гордится.
Зюмруд спрашивает родителей, приняли ли они решение в отношении Германии, и ее отец просит еще немного времени. После того, как Зюмруд уходит, они обсуждают, что делать, и Ханифе Ханем говорит, что, может быть, ей лучше уйти, опасаясь, что Бей Хасан что-нибудь сделает с Зумрутом. Хасан тут же съедает свой ужин и встает из-за стола, желая спокойной ночи. Вслед за Хасаном из-за стола выходят Ферат и Джихан. Когда Джихан собирается уходить, Кудрет говорит, что хочет провести с ним время, и просит Джихана сыграть для него на гитаре, как он играл, когда болел. Кудрет Бей и Джихан желают спокойной ночи и выходят из-за стола. Азади Ханем оставляет Барана и Дилана наедине, говоря, что ей есть что сказать леди Кадер. Все говорят Барану Дилану, что они впервые так счастливы и из-за тебя. Джихан Кудрет начинает играть на гитаре. Джихан говорит, что его самая большая мечта – хорошо провести время с Кудретом. Кудрет говорит, что сделает больше, и говорит, что ему плохо, потому что он не может поддерживать их годами, и они обнимаются. Баран спрашивает Дилана, какую свадьбу он хочет. Дилан шутит, что это должна быть свадьба, достойная Корабейлера, говоря, что она должна быть преувеличена. Баран немедленно звонит по телефону и начинает хотеть то, что Дилан сказал для Дилана, но Дилан немедленно пытается помешать этому и говорит: «Не шути». Пока Дилан пытается помешать Барану, они теряют равновесие и падают в постель. Уже утро, и Дилан торопливо будит Барана, потому что мы опаздываем. Баран говорит: «Почему мы опаздываем?» Когда Дилан говорит, что я не хочу спрашивать, Баран говорит, что да, у нас есть работа, и они начинают готовиться. Джеврия и люди дома начали готовиться к ним. Баран советуется с Диланом, что надеть. Пока Дилан думает о том, что надеть, Баран говорит, что вам подойдет то, что вы носите. Баран оставляет Дилана дома. Перед уходом домой Дилан благодарит Барана и говорит, что она очень счастлива с Бараном. Когда Баран говорит, что хорошо, что ты моя жена, Дилан говорит: подожди, может быть, они не будут, тогда Баран говорит, что тогда я буду скучать, и они прощаются. Домашние очень довольны приездом Дилана. Леди Азади очень беспокойна и взволнована приготовлениями. В этот момент приходит Юсуф и приносит цветы и конфеты. Пока идут приготовления, прибывает Дирья, и Азади спрашивает, зачем она пришла. Дирья говорит, что мы не будем просить девушку, разве я не твоя невеста, но Азади говорит, что не может прийти, потому что хочет, чтобы Баран был счастлив. Гуль приходит в дом Дилана и приносит платье, которое Баран купил для Дилана, и в то же время говорит, что Баран послал его помочь им с приготовлениями. Пока Баран находится в своей комнате, приходит его бабушка и говорит, что он сделает все для его счастья. Азади также извиняется за несправедливость, которую в свое время причинила Дилану, но говорит, что не может простить отца, поэтому не придет просить девочку. Баран Азади говорит, что понимает госпожу и благодарит. Дилан и ее отец остаются одни и разговаривают. Баран спрашивает Ферата, не придет ли Хасан, и Ферат говорит, что не знает и не отвечает на его телефоны. Как раз когда они собирались уходить, леди Азади подошла подготовленной, и Баран был очень рад, что она тоже пришла. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.